Друзья, очень надеюсь, что вы смотрели ролик про анскую кошку. Заметьте, не адскую, а анскую. Хотя условия в Андах что ни на есть адские. Итак, сегодня у нас в гостях ее соседка по несчастью. Встречайте анскую лисицу. Или кульпео – вид млекопитающих из семейства псовых. Название кульпео является транскрипцией английского названия и происходит от заимствования из языка племени мапуче. Обитает анская лисица в Южной Америке, где среди хищных млекопитающих занимает второе место по численности популяции после гривистого волка. Анскую лисицу также называют анским волком, анским шакалом или лисицей Магеллана. Это самый крупный представитель рода южноамериканских лисиц. А еще она пользуется среди местного населения незаслуженной славой злостного грабителя птицеферм и похитителя мелкого рогатого скота. В 2015 году анская лисица стала талисманом Кубка Америки по футболу, а одомашненная анская лисица использовалась яганами, это индейский народ в Чили, как охотничье животное, однако к началу 20 века эта практика сошла на нет. Но мы отвлеклись. Кульпео появились в Южной Америке примерно 2,5 миллиона лет назад. Нынешний ареал простирается по всей территории Анд от северных регионов Эквадора до юга Аргентины. Восточнее Анд лисицы встречаются в Пампе, Патагонии. Самые большие популяции анских лисиц обитают в гористой местности на высотах от 1000 до 4000 метров над уровнем моря. Кульпео предпочитает селиться в сухих полупустынях и горных плато с кустарниками и травянистой растительностью. Ее внешность сочетает в себе черты рыжей лисы, койота и шакала одновременно. В зависимости от подвида длина тела достигает до метра, а вес до 10 килограммов. Чем выше в горах обитают животные, тем они крупнее. Длина хвоста составляет 30-45 сантиметров. Уши длинненькие и стоящие, от 8 до 10 сантиметров. Самки немного меньше и стройнее самцов. Густой и мягкий мех на спине и плечах имеет сероватый оттенок. Голова, уши и лапы окрашены светло-желто-коричневый цвет. Брюшко белое или кремовое. Густой подпушек бежевого цвета. Он отлично защищает в зимнее время от переохлаждения. На конце узкой мордочки находятся длинные темные вибрисы. В рационе преобладают мелкие млекопитающие. В первую очередь зайцы и дикие кролики. Эти хитрые хищницы могут нападать на детенышей лам, но в основном предпочитают менее крупную добычу. При случае они охотно поедают птиц, рептилий и различных членистоногих. Очень любят фрукты. Кстати, гривистый волк тоже обожает бананы, может быть, они и родственники. Анские лисицы ведут скрытный ночной образ жизни. Исключение составляют популяции, обитающие в центральных районах Чили и проявляющие активность в дневное и вечернее время. На охоту хищницы выходят обычно через 1-2 часа после захода солнца и охотятся до его восхода. Анские лисы образуют небольшие семейные группы или пары, занимающие домашние участки площадью от 7,5 до 10 квадратных километров. Брачный период у анских лисиц длится с августа по октябрь. Для общения они используют те же положения тела и звуки, что и остальные представители семейства псовых. Разговоры кульпео между собой состоят из смешанных звуков, например, рычания или воплей. Продолжительность беременности от 50 до 60 дней. В одном помете рождаются до 6 щенков, весом по 170 грамм каждый. Как и все псовые, они слепые и первые 2 месяца кормятся исключительно молоком матери. Затем она добавляет в рацион своих отпрысков полупереваренное мясо. Уже в 7 месяцев размеры молодняка ничем не уступают взрослым особям, а к годовалому возрасту они и сами могут приступать к размножению. После достижения половой зрелости в возрасте 1 года анские лисицы образуют чаще всего моногамные пары, но иногда к ним присоединяются 1-2 самки,
которые помогают воспитывать молодняк доминантной паре. Продолжительность жизни анской лисицы в дикой природе около 10 лет, а в неволе многие особи доживают и до 13. Кульпео приносит огромную пользу местной окружающей среде, убирая трупы животных и охотясь на слабых и больных травоядных особей. Немалую роль играют они в распространении семян. Интересно, что перуанский перец, пройдя через организм этой красотки, прорастает гораздо лучше. Вот такой вот пикантный факт. Правда, фермеры не очень-то радуются, если рядом с их хозяйством поселяется анская лисица. Ведь по статистике именно этот хищник наносит наибольший урон домашнему хозяйству. Чтобы сохранить собственных курочек или овечек, люди часто отстреливают хитрых бестий, но несмотря ни на что, их численность остается стабильной. К тому же естественных врагов у них почти нет, разве что какая-нибудь голодная пума нападет, но такое случается крайне редко. А как вы думаете, почему некоторые южноамериканские хищники так любят фрукты? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!